Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». В данном видео я вам хочу представить третью часть видео МК, как связать очень теплую, нарядную, красивую женскую кофточку спицами. Ссылки на две первые части видео МК я обязательно оставлю в описании к данному видео. Также в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, приятного всем просмотра. Итак, я уже довязала все части джемпера, то есть вот у меня вперед со спинкой связаны, и также связаны два рукава. А теперь, после того, как у меня уже все связано, когда я уже обработала паром все эти части, я буду вязать по кругу верхнюю часть джемпера, при этом я буду делать убавочки под линию реглана. Итак, для начала, что мне необходимо взять, это спинку. Я беру спинку и начинаю работу с нее. Почему именно со спинки? Потому как, чтобы у меня сзади, вот с этой стороны, было соединение, начальное соединение. То есть вот по спинке я начинаю вязать первой ее. Я вяжу следующим образом. Напоминаю, что я взяла эту спинку. Начинаю работу именно с нее. Я снимаю первую кромочную петлю и провязываю одну изнаночную петлю. Далее я буду вязать дорожку из дырочек следующим образом. Следующие две петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю один накид, 2 лицевые провязываю. То есть это у меня пойдет потом дорожка по линии реглана. Далее я провязываю следующую одну петлю изнаночной, и следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной, потому что все-таки нам необходимо формировать линию реглана, поэтому здесь у меня пойдут убавочки. То есть вот я провязала 2 вместе изнаночной. Ну а далее я уже смотрю по рисунку, а по рисунку мне дальше необходимо провязать 3 изнаночные петли. Следующую я снимаю с накидом. То есть я так думаю, что когда вы уже провяжете такой большой участок работы, вы уже начнете ориентироваться вот именно, как вязать необходимо этот узор. То есть далее до конца ряда я провязываю по рисунку, чуть-чуть не довязывая, еще объясню, как я дальше буду делать. Итак, я практически довязала до конца ряда спинку и не довязала буквально 9 петель. То есть вот до конца работы у меня остается 9 петель. И далее я вяжу следующим образом. Я провязываю 2 вместе изнаночной. Вот так вот. Далее я провязываю одну изнаночную. После чего у меня идет дорожка из дырочек. То есть следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаю один накид, 2 лицевые провязываю. То есть вот таким образом. Далее у меня идет одна изнаночная петля. И после чего я беру рукав. Так как рукава, они у нас в принципе одинаково были связаны, то есть рукав вы берете любой. То есть вот я взяла рукав первый, который у меня будет. Далее я беру вот эту последнюю петельку со спинки и первая петля с рукава и провязываю 2 этих петли вместе изнаночные. То есть вот таким вот образом как бы соединяю именно спинку с рукавом. Далее я начинаю вязать первый рукав. То есть я провязываю еще одну изнаночную. То есть у меня между дорожками будет 3 изнаночные петли. Далее у меня идет дорожка из дырочек. То есть я провязываю следующие 2 петли вместе лицевой, делаю один накид и провязываю 2 лицевые петли. После чего я провязываю одну изнаночную петлю и следующие 2 изнаночные провязываю 2 вместе изнаночные. То есть вот таким вот образом. После чего я начинаю вязать по рисунку. А по рисунку у меня следующая петля идет, я снимаю с накидом ее. Далее 3 изнаночные, следующую снимаю. То есть практически до конца ряда я довязываю по рисунку. Вот так вот. Итак, вот я довязала уже практически, получается, у меня рукав.
первый рукав, и у меня также остается до конца работы 9 петель. То есть вот это у меня я снимаю с накидом последнюю петельку. Далее я провязываю 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная петля. Далее я провязываю дорожку из дырочек, то есть 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, делаю накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная, и вот у меня остается кромочная петля, которую я пока не провязываю, и беру после этого я вперед. Итак, вот я беру последнюю петельку с рукава, первую петельку кромочную с передней части, то есть спереди, и провязываю 2 вместе изнаночной. Далее следующую я провязываю изнаночной, то есть у меня получается 3 изнаночные петли между дорожками из дырочек. Далее следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 2 лицевые петли, вот так вот, 1 изнаночная петля, и следующие 2 петельки я провязываю 2 вместе изнаночной, то есть вот таким вот образом. Далее я вяжу уже по рисунку, а по рисунку у меня получается, что я провязываю 3 изнаночные петли, следующую снимаю с накидом, и далее опять же я вяжу 3 изнаночные петли. То есть по такому принципу я довязываю, получается, переднюю часть джемпера. При этом я поставила на конце работы сейчас на данный момент маркер, чтобы видеть, отталкиваться потом, откуда у меня начинается вывязываться линия реглана. То есть просто это для себя ориентир, я бы так сказала, поставила. И так далее я провязываю до конца ряда, не довязывая 9 петель. По рисунку все вяжется. Итак, я довязала по рисунку практически до конца ряда переднюю часть. Осталось у меня 9 петелек до конца работы. Вяжу следующим образом. Провязываю 2 вместе изнаночной, далее 1 изнаночная, далее я вяжу дорожку из дырочек, то есть это провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю 1 накид, 2 лицевые провязываю. Далее у меня 1 изнаночная петля, и вот следующую последнюю кромочную петлю я не провязываю пока, и беру последний второй рукав. То есть вот он у меня второй рукавчик, и начинаю далее его вязать. То есть точно так же кромочную последнюю петельку и первую петлю рукава я провязываю 2 вместе изнаночной, таким вот образом. Далее у меня получается следующую петлю я провязываю также изнаночной и вяжу дорожку из дырочек, то есть 2 вместе лицевой, накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля, и следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной. То есть вот так вот. Далее, конечно, здесь уже будет виден рисунок, пока его не видно. И далее мы смотрим по рисунку. А по рисунку следующую петельку я должна снять с накидом, 3 изнаночные петли, следующую снимаю. И по такому принципу я довязываю до конца ряда, не довязывая буквально последних 9 петелек. Итак, я довязала уже рукав, у меня осталось 9 петелек до конца работы. Далее следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной, следующая 1 изнаночная, далее 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо, 1 накид, 2 лицевые петли, 1 изнаночная петля. И последнюю петельку мы сейчас должны замкнуть в кольцо, так как вязать далее я буду по кругу. То есть я беру начало работы и точно так же первую и последнюю петельку я провязываю 2 вместе изнаночной. То есть вот так вот. То есть вот мы с вами провязали, получается, первый ряд. Вязать я далее буду по кругу. И, конечно же, немножечко вязание будет отличаться, чем при поворотном вязании. Отличаться будет чем? То, что основной вот этот вот узор теперь будет вязаться в каждом ряду, будут провязываться только одни изнаночные петельки. То есть вот изнаночные петли я буду провязывать и по рисунку вот следующую снимать
петлю со вторым уже получается накидом. Итак, далее я вяжу второй ряд, то есть вот у меня получается я замкнула петельку, провязываю следующую петлю изнаночной, и вот у меня идет дорожка из дырочек. Она также будет вязаться немножечко теперь по-другому при круговом вязании. Вязать я ее буду следующим образом. Я провязываю 2 следующие петли лицевыми. Вот это получается одну петлю я провязала и накид предыдущего ряда. Далее я делаю накид, и следующие 2 петельки я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Предварительно я их поворачиваю, чтобы был красиво смотрелся узор, то есть вот таким вот образом. Далее я провязываю следующую изнаночную петлю, и так как нам необходимо делать убавочки по линии реглана, следующие 2 петли я также буду провязывать изнаночными, то есть вот таким вот образом. То есть первые, получается, 6 рядов я буду делать вот эти вот убавочки в каждом ряду. Первые только 6 рядов. Далее я начну вот эти вот делать убавочки через один ряд. То есть и так получается, вот я провязала 2 вместе изнаночной. Далее до конца ряда я вяжу по рисунку. А по рисунку у меня получается 2 изнаночные петли. Далее у меня получается, я снимаю следующую петлю с накидом, не провязывая. Далее у меня опять же идут 3 изнаночные петли. То есть по такому принципу я довязываю до конца, это получается спинки, практически до конца. И далее я вам покажу, как я буду вязать именно дорожку из дырочек. Итак, вот у меня получается, я практически до конца довязала спинку, и теперь нам необходимо провязать также дорожку из дырочек. То есть потом, когда провяжется какой-то участок, конечно же, будет ориентироваться немножко полегче. Сейчас пока узора особо не видно. Но, значит, мы смотрим. То есть вот накид, 2 вместе я провязывала лицевой с наклоном вправо в предыдущем ряду. То есть я отступаю вот от этой петельки, то, что я провязывала 2 вместе лицевой, 3 петли. То есть вот они у меня 3 петли. Провязываю первые 2 петельки 2 вместе изнаночной, то есть вот так вот. Следующую я провязываю также изнаночной петлю, вот таким вот образом. Далее идет дорожка у меня, то есть я провязываю 2 первые петельки лицевыми, делаю 1 накид, и следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее у меня идут 3 изнаночные петли, вот 3 изнаночные, и опять идет дорожка из дырочек. То есть я 2 первые петли провязываю лицевыми, делаю 1 накид, и следующие 2 петельки провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее у меня идет 1 изнаночная петля, и следующие 2 петли, причем это у меня первая просто изнаночная, а вторая получается с накидом у меня, я провязываю 2 вместе изнаночной. То есть я надеюсь, вы поняли вот именно принцип вот этих вот убавочек. То есть я вот провязываю по 2 вместе изнаночной для того, чтобы формировать линию реглана. По такому принципу я довязываю до конца ряда, получается. То есть именно я вам показала, как я буду провязывать вот этот вот участок, как я буду делать убавление. И после этого я провязываю еще следующие 2 ряда. При этом я также продолжу убавление делать вот именно с одной и со второй стороны. То есть я это провяжу еще, получается, следующие полные 2 ряда и покажу вам, как далее я буду вязать. Так, я еще провязала 4 ряда в круговую, уже потихоньку видна дорожка из дырочек с одной и со второй стороны, посередине 3 изнаночные петли. Сейчас на данный момент у меня получается по 4 накида на одной изнаночной петле и по 3 изнаночные петельки между вот этими накидами. То есть обычный узор вяжется, только единственное, что разница в круговую. Далее я буду вязать следующий 5-й ряд следующим образом. То есть вот у меня получается идет дорожка, провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, то есть вот таким вот образом делаю 1 накид, 2 лицевые провязываю. Далее следующая петелька у меня я провязываю изнаночную,
И следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной. Вот таким вот образом. Далее я вяжу по рисунку, а по рисунку 5 ряд получается, провязываются все петли изнаночные, и включая петлю с 4 накидами. То есть вот я провязываю все петли изнаночные таким вот образом, и далее продолжаю вязать по рисунку до конца спинки, потому что это первая получается спинка, я вяжу. То есть провязываю до конца ряда, показываю, как дальше буду вязать. Я провязала спинку, выглядит у меня все вот таким вот образом. То есть в принципе вяжем по рисунку, единственное, что по кругу. Вот получается у меня остается 3 изнаночные петли до дорожки из дырочек. Я провязываю первые 2 петли вместе изнаночной таким вот образом. Следующую я провязываю просто изнаночной петлей. Далее вяжу дорожку. То есть первые 2 петельки я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаю накид, после чего провязываю 2 следующие петли. То есть эта дорожка, она вот таким вот образом и будет вязаться. То есть у нее буквально получается также 2 ряда 1 раппорт узор. То есть первый ряд, это получается я первые 2 петельки провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево, делаю накид, 2 лицевые. И соответственно следующий второй ряд я буду провязывать 2 лицевые петли, накид и 2 вместе лицевой с наклоном получается вправо. То есть единственное, что вот так вот это будет провязываться. Но я еще вам покажу в следующем ряду, как необходимо ее вязать. Далее следующие 3 петли я провязываю изнаночными таким вот образом. И опять же вяжем дорожку. То есть 2 вместе провязываю лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петельки таким вот образом. И далее у нас уже пошел рукав, то есть я провязываю 1 изнаночную петлю, далее следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночные, то есть продолжаем делать убавочку под линию реглана. То есть видите, у меня идет как бы вот уменьшение количества петель. И далее мы вяжем уже по рисунку, то есть это все провязываю петельки изнаночной, и пошла далее вязать изнаночные петли. То есть по такому принципу я довязываю до конца весь 5 ряд в круговую получается, и показываю вам, как провязывается следующий 6 ряд. Итак, я уже довязала на 5 ряд до конца, то есть выглядит у меня все вот таким вот образом. Провязывала все петельки изнаночные, включая и петлю с 4 накидами. Также не забываем, продолжаю делать в каждом ряду убавочки, то есть по 2 вместе изнаночной петлей я провязываю. И далее получается необходимо провязать еще 6 ряд, чтобы закончить именно вязание одной вот этой вот мушки. Я начинаю вязать следующим образом. То есть я провязываю 2 первые петли лицевыми, вот таким вот образом петлю и накид. Далее делаю накид, и следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. То есть вот таким вот образом, то есть вот раппорт узора вот этой вот дорожки из дырочек, буквально 2 ряда получается. Далее я провязываю следующую петлю изнаночной, и следующие 2 петли я также провязываю 2 вместе изнаночной. То есть вот таким вот образом. И далее по рисунку мне необходимо вязать все петли изнаночными. Это, напоминаю, у меня 6 ряд. То есть вот таким вот образом я довязываю до конца получается спинку, и покажу вам, как я буду вязать именно линию реглана. Итак, я получается провязала практически всю спинку, то есть все петли изнаночные. У меня остается буквально 3 петли до дорожки. Я провязываю 2 первые петли вместе изнаночной, следующую петлю я провязываю изнаночной, далее вяжу дорожку. 2 лицевые петли, 1 делаю накид
Следующие 2 петли я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее я провязываю следующие 2 изнаночные петли, после чего вяжу вторую дорожку. То есть вот 3 изнаночные петли. И далее опять же вяжу дорожки, 2 лицевые петли, накид, 2 следующие петли провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее у меня идет 1 изнаночная петля, и следующие 2 петли я провязываю 2 вместе изнаночной. То есть вот таким вот образом у меня все получается. Здесь получается как бы небольшое вот здесь закругление, то есть убавляются петельки. По такому принципу я довязываю до конца, получается 6-й ряд. Вот до этого маркера я себе поставила на начало работы. Значит, и далее я буду вязать, получается, следующий 7-й ряд. Буду его вязать по точно такому же принципу, как вам показывала. Единственное, с 7-го ряда у меня пойдут небольшие изменения. Это я начну делать закрытие 2 петель вместе изнаночной через 1 ряд. То есть вот получается в 7-м ряду я провязываю 2 вместе изнаночной. Получается в следующем 8-м ряду я здесь все петельки провязываю без убавлений. Вот эти вот все изнаночные петли. Опять же, потом я буду вязать 9-й ряд, я провязываю 2 вместе изнаночной. 10-й ряд, получается, я просто вяжу по рисунку. То есть вы поняли меня, надеюсь. То есть я буду делать вот эти вот убавочки по линии реглана, также продолжать и с одной, и со второй стороны. Вот здесь вот, но единственное, что буду провязывать только в нечетных рядах. Также я продолжу вязать цепочку вот эту из дырочек. Но единственное, я решила внести небольшие изменения вот в эти 3 изнаночные петли. То есть вы можете продолжить просто вязать 3 изнаночные петли. Я же буду вот в этой второй петле вывязывать мушку. То есть вот точно такую же, как у меня вот здесь вот идет. То есть это буду делать 4 накида на одну петельку, потом все вместе изнаночные провязывать. То есть точно так же я буду делать вот в этой центральной петельке. То есть я еще провяжу какой-то участок, а именно я провяжу за кадром участок до момента вывязывания горловины по передней части джемпера. И более наглядно вам еще покажу, как у меня что получается, и объясню моменты, как я выполняла этот джемпер. Итак, я провязала еще немного линию реглана. То есть в общей сложности я провязала примерно где-то 9 мушек. То есть вот у меня от участка я поставила маркер, где я начала именно вязать в круговую. То есть вот от этого участка я провязала 9 мушек у меня получается. При этом у меня это получилось примерно на высоту, сейчас я вам скажу, около 13 сантиметров я провязала. Но опять же, я еще пока это полотно ничего с ним не делала, не отпаривала и еще пока не стирала. Поэтому, конечно же, я думаю, что потом у меня эти размеры, они немножко изменятся. Как именно моя пряжа, она может потом немножко подтянуться после стирки. Вот такая вот у меня получается линия вывязывания реглана. Это у меня не отпаренные варианты. И вот буквально на одну сторону я отпарила. То есть вот получается вот такая красивая ажурная полосочка. Всего в общей сложности она у меня примерно на длину, сейчас я вам скажу, так как это уже отпаренный вариант, то есть она у меня практически на 19 сантиметров эта полосочка, и в ширину она у меня получается где-то 7 сантиметров. То есть вот так вот все у меня получилось. Напоминаю еще раз, что когда я вывязывала самую-самую первую мушку, то я провязывала, формировала линию реглана, то есть провязывала по 2 вместе изнаночной в каждом ряду. Далее я провязывала по 2 вместе изнаночной, то есть вот в этих местах через 1 ряд. То есть не забудьте об этом, пожалуйста. И при этом, когда я уже вывязывала самую-самую свою последнюю 9-ю мушку, то есть
я уже не стала делать убавочки по линии рукава. То есть вот у меня, если вы обратите внимание, вот этот вот участок, он идет ровненький. То есть у меня здесь получается буквально осталось между дорожками из дырочек по 9 петель с одной и со второй стороны, то есть на рукавах. И далее я просто начала вязать прямо, то есть здесь я перестала делать убавочки. Но в то же самое время по передней части, то есть вот у меня вперед и по спинке точно так же, я продолжила делать вот эти вот убавочки. То есть у меня в результате получается, что спереди по спинке пошло далее убавление вот здесь вот по линии реглана. И далее следующее, что мне необходимо будет сделать, это уже начать вывязывать горловину. Но для этого я оборвала ниточку именно на начале работы. И далее мне необходимо рассчитать, сколько у меня петель по передней части. То есть вот у меня вперед маркер стоит. И я с серединки переда начну делать вырез под горловину. Итак, далее, после того, как я провязала 9 мушек, я буду вязать уже теперь не по кругу, а поворотными рядами, и при этом уже буду формировать линию горловины, вывязывать линию горловины, вернее. При этом у меня на спицах сейчас на данный момент находится 108 петель, и вот у меня передняя часть вперед. Здесь у меня получается 29 петель, вот здесь вот в общей сложности. Но опять же напоминаю, что у меня передняя часть, она немножечко пошире, чем спинка. На спинке у меня петель получается, соответственно, чуть меньше. Я разделила этих 29 петель напополам. Ну, конечно же, напополам они не делятся, этих 29 петель. Поэтому у меня с одной стороны, вот с этой будет 14 петель, а с этой стороны у меня будет 15 петель. При этом с одной стороны, где у меня 15 петель, я, соответственно, закрою в самый первый раз на одну петлю больше, для того, чтобы у меня потом было одинаковое количество именно петель, я чтобы убавила, чтобы у меня по центру шло убавление. Опять же, еще раз напоминаю, если кто-то не обратил внимания, до середины передней части я не провязывала. То есть я закончила вязать ряд, где вот вы начинали, сзади, сбоку, и далее я оторвала ниточку и перешла, вот закрепила на середину передней части ниточку и начинаю вязать именно следующий ряд. Для чего это сделала? Потому что если продолжить дальше вязать, у нас собьется немножко рисунок. То есть вот таким вот образом я сделала закрепление. И далее в начале ряда я делаю закрытие 5 петель. Так, вот это у меня 1, 2, 3, 4, 5. Делала закрытие абсолютно обычным способом. И при этом я так думаю, что у некоторых вязальщиц может возникнуть вопрос, почему сразу нельзя перейти в вывязывание горловины. Конечно же, вы так можете сделать при желании, если вам потом не хочется вязать горловину, пришивать ее, как вариант, это возможно. Но лично я предпочитаю сделать закрытие, то есть именно сформировать горловину и закрыть ее вот таким вот способом, потому что если вы начнете сразу вязать далее горловину, есть вероятность того, что у вас сильно может подтянуться поверху вот этот джемпер. А я, соответственно, сделав закрытие вот таким вот образом, я зафиксирую именно сам джемпер, чтобы у меня горловина не вытягивалась, и потом уже отдельно, получается, я свяжу горловину, которую я потом пришью к основной части джемпера. Плюс ко всему, когда вы делаете таким образом закрытие, будет возможность спинку провязать чуть-чуть длиннее, чем переднюю часть, что тоже потом в носке намного более удобно, потому что если вы сразу по кругу начнете вязать далее горловину, например, у вас потом может начать подтягивать вот именно назад изделие, так как у вас вперед и спинка получится одной длины, я бы так сказала. Поэтому я предпочитаю, может, чуть-чуть побольше выполнить работу, но чтобы потом этот джемпер удобно и хорошо носился. Поэтому я буду делать именно закрытие полное, а потом уже буду отдельно вязать горловину, которую буду пришивать к основной части джемпера. Итак, вот я закрыла 5 первых петель, и далее я просто продолжаю вязать по рисунку. То есть по рисунку у меня получается, я должна провязать 2 изнаночные петли. Далее я следующую петельку снимаю с накидом,
Далее у меня получается, я провязываю еще 2 петельки. И не забываем, что в этом ряду также я буду провязывать 2 петли вместе изнаночной, то есть продолжу формировать линию реглана, но эти убавочки я буду делать только по передней и задней части джемпера. На рукавах я эти убавочки уже делать не буду. То есть вот следующую я также провязываю изнаночную. Далее по рисунку я провязываю дорожку из дырочек. Вот она у меня. Далее у меня по рисунку получается 1 изнаночная. Следующую я снимаю с накидом, то есть я продолжаю вязать вот эти вот мушку посреди линии реглана. Далее получается 1 изнаночная, и также я провязываю следующую дорожку 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Далее у меня идет рукав. По рукаву, как я сказала, я уже закрытие делать не буду, потому что здесь и так осталось не очень много петель. То есть 2 провязываю изнаночные, следующую я снимаю с накидом, не провязывая. И далее я уже работаю по рисунку. То есть по такому принципу я провязываю до конца ряда. И далее покажу, как я буду делать убавочки. Так вот я провязала до конца лицевой ряд. Выглядит у меня все вот таким вот образом. На втором рукавчике я также не делала никаких убавлений, то есть не провязывала 2 вместе изнаночной. То есть по 2 вместе изнаночной я провязала только по спинке. То есть вот у меня получается спинка, вот у меня получается я провязала по 2 вместе изнаночной. И далее я уже буду вязать поворотными рядами. То есть это получается, что я поворачиваю работу и начинаю вязать в обратном направлении. Но в начале, получается, этого ряда мне необходимо сделать также закрытие петелек. Но не забываем, что с одной стороны я оставила петелек чуть больше, то есть у меня было 15 петель, а с этой стороны у меня 14 петель. Поэтому я здесь теперь буду делать закрытие 4 петель. Вместо 5 петель я сделаю закрытие 4, потому что у меня на одну петельку было меньше с этой стороны петель. То есть вот 2, 3 и 4. Вот 4 петельки я закрыла. В начале изнаночного ряда я закрываю их изнаночными петлями. То есть вот так вот получается. И далее я начинаю вязать в обратном направлении. В принципе, здесь ничего сложного нет. Все вяжется у нас по рисунку. Таким вот образом. И также вот вяжется цепочка из дырочек по принципу, как я внизу вязала планку, то есть тоже ничего сложного. То есть вот провязываю 2 вместе изнаночные, накид 2 изнаночные. Вот таким вот образом я продолжаю вязание, довязываю до конца, получается, этот ряд, вяжу все по рисунку. Так как это получается второй ряд, здесь я не делаю никаких вот закрытий по переду и спинке, то есть провязываю просто все по рисунку. Так как закрытие по линии именно реглана я продолжу делать только в лицевых рядах, получается, и только буду делать по переду и по спинке. И так далее, получается, я довязываю до конца этого ряда и продолжу делать закрытие по линии горловины. Единственное, что сделаю это уже за кадром и объясню, покажу наглядно, что у меня и как получилось, и как я делала закрытие. Итак, на этом третья часть видео МК «Как связать очень красивый, теплый и нарядный женский джемпер спицами» подошла к концу. Буквально на днях выйдет 4-я заключительная часть видео МК, которую я буду уже довязывать этот джемпер, а также вязать горловину. Поэтому, кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить данную информацию. Ставим лайк, если вам понравилось видео, нажимаем на серый колокольчик вверху экрана, чтобы вам приходило уведомление о моих новых видео МК. Ну и, конечно же, досматриваем видео до конца, так как в конце этого видео я оставлю фото других своих работ, на которые вы сможете найти бесплатные видео МК у меня на канале. Так что заходите, смотрите, возможно, для кого-то данная информация будет интересной и полезной. Итак, до новых встреч!